хотим показать, что трейдинг может стать хорошим рабочим финансовым инструментом. Как ты думаешь, если соблюдать, конечно же, правила? Безусловно, я скажу тебе, что любое дело приносит результат при соблюдении правил. И я вчера тоже был на одном интересном занятии, и там тоже было много о том, что выбрав стратегию, соблюдая ее правила, независимо от того, влияет на тебя фома или же там страх или жадность, нужно придерживаться правил, и тогда с большой долей вероятности результат будет положительный. Хочется напомнить, что это ни в коем случае не финансовая рекомендация, это наш с роботом эксперимент, и мы показываем, как мы выставляем, как можно легко и просто выставлять ставки или позиции, и затем на них зарабатывать соблюдая определенные правила. Ну и сразу переходим к нашему любимому графику в TradingView. В данный момент находимся в 10-й сделке, да, до этого мы провели 9 сделок, некоторые из них, вот как здесь показано, 3 было успешных, удачные. Еще у нас стоит условная позиция, которую мы выставляли, какого числа, 23-го, то есть получается стоит у нас на 14.70 закупка в лонг. Эту позицию не подхватил рынок, и дальше цена продолжала двигаться. Ну и в данный момент у нас позиция, которая закупилась на уровне 14.80, им пока в шорт-позиции. Как думаешь, будет ли шорт, стоит ли оставлять эту позицию или стоит закрыть? По RSI больше похоже на то, чтобы продолжить падение. И ты сам видишь, что у нас здесь есть попытка одна, которая полноценно пробила твою синюю линию в районе 15.132, наверное. Вторая попытка касания этой синей линии, после которой был хороший откат. И вот сейчас мы строим некую такую консолидацию, да, с постоянным подходом, отходом, опять подходом, опять отходом от позиции. И сейчас мы уперлись вот в данный конкретный момент, уперлись в то, что я называю на малом таймфрейме уровень смены тренда. То есть мы от какой-то точки пошли до самого верхнего значения, да, и был небольшой прокол твоей синей линии. От нее мы оттолкнулись, когда, ну, в смысле, мы пошли к этой точке, потом мы ее пробили, и сейчас мы ее подтверждаем снизу. И в случае, когда у покупателя не хватит силы ее пробить, мы еще раз оттолкнемся, и тогда уже вероятность похода по нашему сценарию будет выше. Ну, а уже цель, назначенная нами, это уже будет зависеть от нескольких факторов, насколько какие-то будут негативные новости, насколько биткоин откатится и так далее и тому подобное. Но опять же напомню, что при высокой доминации биткоина точно так же может быть и пробойная ситуация в данном случае, поскольку мы уже раз, два, три, 4 коснулись этой линии. Ну, сам понимаешь, что есть два варианта развития сценария. Либо мы пробьем, либо мы оттолкнемся. И здесь RSI говорит о том, что, скорее всего, оттолкнемся. Когда не пробьем уровень, о котором я сказал, да, где мы сейчас примерно и находимся, 15.003, то пойдем ниже. Вот поскольку я уже сказал про биткоин, мы давай традиционно глянем на него, как он себя чувствует. Я сейчас открою демонстрацию экрана. Мое предположение, что там ниже 87, как я говорил, да, мы не должны опускаться. Вчера я об этом говорил, и сейчас посмотрим, как развиваются события. У меня магик отработал сегодня ночью, и я открываю биткоин. Сделка закрылась ночью. Еще говорит о том, что ну, можно и нужно применять, правильно пользуясь этой историей, трейдинг, потому что когда ты спишь, а деньги пришли, это ну, не может не радовать. Но что я вижу, мы вот здесь вот в такой интересной зоне, это консолидация, хоть и на 15 минутке, но она явно видна, да, где мы точно так же сделали прокол, но не хватило силы у покупателя, делали прокол, ввести какую-то условную такую линию вот здесь, да, где мы постоянно делали проколы, но все время цена откатывалась. Здесь сейчас я вижу, если перейдем на более старший немножко таймфрейм, чтобы было понятней, начало некой такой консолидации у нас есть по нашему там обучению. Первая точка, вторая точка, третья, после которой мы ждем четвертую. Вот отсюда можно было бы, когда не пробьется вот эта линия, да, или максимум вот отсюда, брать лонговую позицию. И что я вижу, что у нас ну, в данном этапе на 4 часах вот этот вот хай выше, да, а вот этот вот уже ниже, то есть данный, ну не импульс, а откат, отскок на данном этапе вот от этой зоны, он не пошел на перехай, то есть не было цены выше, чем предыдущая, поэтому я буду больше рассматривать
ну, скажем так, поход цены ниже. Тем более здесь вот остался у нас небольшой имбаланс, и как минимум сюда сходим, и, скорее всего, что будет заколы до сюда. Но, повторюсь, перейдя на старший таймфрейм, там тоже будет много оставленных по пути вот этим большим ростом свечой имбаланса, поэтому вот здесь вот один обозначен серым цветом, один синим у меня, они тоже есть. И, как я сказал, новости, паника могут сыграть какую-то злую шутку в этом случае. И в любом случае мой сценарий подтверждается, что, вероятнее всего, мы сходим ниже. Вот такой обзор. Доминация продолжает быть высокой, поэтому весь альтмаркет, по идее, будет продолжать следовать за биткоином. В нашем таймфрейме я точно так же увидел, что мы пришли к сильной зоне сопротивления, потом у нас перестали обновляться хаи, у меня есть линия, до которой я спокойно могу торговать в шорт, поскольку глобально у нас шортовая ситуация, да, здесь есть некоторый слом тренда, но он не такой критичный, я буду ждать более сильного подтверждения выхода из шортовой зоны где-то вот выше этой черной линии. Поэтому на младших таймфреймах я увидел, как я уже сказал, да, когда у нас не обновляются хаи, да, и дождавшись, вот здесь вот у меня была зона сопротивления, такая довольно качественная, ну, и я взял на себя смелость войти в шорт, и эта позиция у меня отработала. Почему до сюда я брал? Ну, потому что здесь довольно сильное скопление ликвидности, и отсюда могла быть хорошая реакция. А также, если кто знает, можно здесь натянуть сетку Фибоначчи, и здесь будет где-то зона 0,5-0,618. Вот такой обзор, отработавший в плюс сделки по риск-прибыли. То, о чем мы с тобой говорили, здесь было 1 к 3, да, ну, если быть точным, 1 к 2,99. Все получилось, даже цена пошла немножко дальше, но мы не будем про жадность, да, и про фома. Здесь реально было забрано то, что было реально, и здесь вот этот вот откат, я даже сейчас поглядываю, может быть, взять обратно отскок на лонг, ну, то есть, потому что мы достаточно серьезно прошли, и, возможно, я понаблюдаю, потому что уровень смены тренда для вот этой вот позиции, он будет вот здесь. И я считаю, что здесь есть вот проторговка, здесь есть тоже сильный уровень, и можно будет отсюда попробовать на отскок взять вверх. Не длинный такой трейд, коротенький, да, где-то вот может быть до сюда опять, до этой зоны. И, ну, не скажу, что буду, но понаблюдаю. С этого трейда получилось 77,7%. Твои любимые числа получились. Супер. Да. Уже встречаемся завтра, обсуждаем, смотрим и прогнозируем.